В 2019 году Зин показал себя с очень хорошей стороны и благодаря этому стал достаточно известным в СНГ комьюнити. Начал он этот год с того, что занял 5-е место на Russian Osu Cup, оставив позади таких игроков как Nekodus, Trigger, Хасава Крайнес, Айла и других. И такого от молодого игрока явно никто не ожидал. После этого он на протяжении всего года развивал свои навыки в разных направлениях, начиная от старых карт с низким АР с хиденом до зубодробительных High BPM DT, а также участвовал в различных турнирах и зарекомендовал себя как хороший турнирный игрок, способный сыграть практически что угодно. Посмотрим, как Зин покажет себя в 2020 году, быть может он сумеет занять слот на OWC, будем ждать и верить. Еще в начале этого года про Дина мало кто знал, ибо он был обычным 4-дигит ДТ фармером. Но начиная с лета этого года он начал ставить крутые и редкие жимерские скоры, а также стремительно поднял свой ранг, и к концу года у него уже почти 12 КПП, он входит в топ-200 мира и в топ-10 России. Среди его главных скоров этого года стоит отметить третий Hidden Double Time ПК в России на 8 бит Princess, когда ДТ ПК на Slow Motion и чоук на Paperman все с той же комбинацией модов. Также Дин в этом году поучаствовал и в некоторых турнирах, в частности на Konjac Cup 2, Russian Osu Cup, Osu Content Tournament, Suija Spring Cup, Speed Summer Cup и участие в квалах на ОВЦ, где он показал, что способен хорошо играть ДТ и стримы не только в синглплеере, но и на турнирной сцене. Если в следующем году Дин продолжит развиваться с такой же скоростью, то без сомнения он способен войти в топ-100 и закрепить за собой место в топ-5 России, чего мы ему и желаем. — 2019 год определенно можно считать одним из самых успешных для Айла. Еще в начале года он показал свое мастерство по фарму, поставив на тот момент самый пышный скор в СНГ на Guys Who's Back, тем самым войдя в топ-100 мира и оставаясь там по сей день. В этом году Айла импровился во всех аспектах игры, но особенно в хардроке и ДТ, что не могло не повлиять на его выступление на турнирной сцене. Он участвовал на Russian Osu Cup, где занял 6 место, Osu Technical Tournament, Osu Content, где Джордан Забиром занял 5-6 место, а также Suija Spring Cup, где он со своей командой занял 1 место и получил свой первый пейдж. К сожалению, к концу года Айла стал менее активным, но надеемся, что он не остановится на достигнутом и в 2020 году будет покорять новые вершины. Желаем ему удачи в этом деле.
В 2019 году Десью, также известный как Шладик, себя показал очень достойно. В течение этого года он успел поучаствовать во множестве различных турниров и показывал на каждом себя достаточно хорошо. Также в этом году он впервые стал капитаном сборной России на 4-Digit World Cup, и под его капитанством России удалось занять 3-е место. Десью также не забывал играть и в синглплеере, и за год он хорошо импрувнул свой эйм. Основным модом игрока является хардрок, но он не забывает уделять время и другим модам, поэтому его определенно можно считать разносторонним игроком, хоть он и испытывает проблемы с High стримами и модом Double Time. К концу года Десью начал фармить, тем самым покинул 4-Digit ранг. В начале 2020 года Шлат успел поставить 2 600 pp скора и набрать 10 000 pp, и он явно не собирается останавливаться. Желаем Шладу выфармить еще больше pp и продолжать импровиться дальше. Быть может, он сможет таки занять слот на ОВЦ. А еще Шлат фкшнул в Люзенит на 91% аки. Although Trigger was not very active this year, he nevertheless continued to strive on his favourite skill sets: reading, gimmick maps, low AR and old AR8 DT maps. Some scores worth noting are his hidden FCs on Goodbye Mr. Jack and Utsukushi Kodoku, and his FC on Point Zero. Something unique about Trigger's scores on maps like these is that he almost always is seen with the best accuracy on them in Russia. On DT maps, Trigger continues to demonstrate his ability to play old mapping with lots of bursts of streams and difficult to read patterns, such as the ones in his hidden double time FC on Freak's Romanticism, which can be considered his best score of 2019, claiming the second FC after Kokizi. Trigger also played a lot of tournaments this year, including 4-Digit World Cup, where he proved once again that he's one of the best and most useful 4-digit tournament players in his region, and Osu Content 2v2 tournament with me, where he showed his relative prowess in all aspects of reading, even easy mod. Hopefully in 2020, Trigger will not disappear from the radars and will continue to please everyone with his unique and impressive scores.
2019 году Хосава Крайнес не отличился большой активностью, как многие другие игроки, но все еще продолжал играть различные сложные стримокарды с хардроком и ставить очень крутые скоры, которые по достоинству оценивают во всем комьюнити. А также апнул 12 КПП и почти влетел в топ 100 мира. Из главных скоров Хайнеса в этом году стоит выделить ФК Нео с хардроком, ФК на Арреситера Юнайт всего с 3 сотками и Чок с Хэром на Louder Than Steel на сложности Ninus Extreme, что в данный момент является его топ-скором. Еще Хайнус успел поучаствовать в Russian Osu Cup и в отборах на ОВЦ, где продемонстрировал, что он умеет играть не только хардрок, но и многие другие аспекты игры. Пожелаем Хайнусу в новом году больше крутых скоров и наконец влететь уже в топ 100 мира. — 2019 год оказался для Комачи Баки весьма продуктивным. В начале этого года многие воспринимали Комачи как игрока ноу-мода и иногда хидена. Это подтолкнуло его развивать свои способности и стать более разносторонним игроком. Сейчас мы можем смело сказать, что ему определенно это удалось. На протяжении всего года Комачи был очень активным игроком и успел показать свой прогресс не только игрой на различных турнирах и фармом ПП, но и тем, что поставил кучу необычных и интересных скоров. Примерно в начале весны он стал играть много сложных и хитроумных карт с хардроком, отдавая предпочтение высокому CS-у, а с приходом осени стал уделять внимание различным техникал и фингер-контроль ДТшкам. Возвращаясь к турнирам, самым показательным, наверное, можно считать Конях Cup 2, где Комачи со своей командой, будучи во втором дивизионе, смог получить свой первый бейдж. Посмотрим, что же нам сможет показать Комачи в следующем году, будем ждать от него еще больше крутых скоров. В 2019 году Fallen не выделился большой активностью в плане скоров, но он по-прежнему продолжал играть различные турниры с русскими игроками и показал на них довольно высокие результаты. За этот год он успел поучаствовать в таких турнирах, как Osu Content и Osu Gatari Cup, где на пару с Red Pixel они заняли второе место на обоих турнирах. Был капитаном русской сборной на Free Digit World Cup, и под его капитанством наша страна заняла третье место, уступив только сборной США и Кореи. А также уже третий год подряд Fallen является капитаном команды России на Osu World Cup. В синглплеере в основном фкшил карты с турниров, но также поставил много интересных скоров с хардроком. Например, FC на Nothing But Fury и один мисс на March of War. Надеемся, что в 2020 году Fallen будет куда более активным и все же сможет привести команду России на ОВЦ к призовым местам.
Наверное, многие согласятся, что для Адена этот год не был самым продуктивным в его карьере. Однако это не мешало ему развиваться в различных аспектах. Прежде всего в своей скорости и фингер-контроле. Доказательством этого является второе в мире ХД ДТФК после Ксильвера на карте Вадацуми, третье ДТФК на Force of Wind и почти ФК на табу Tears You Up от DJ Pop. Однако не стоит забывать о том, что Аден является довольно all-around игроком, и показал он это с помощью ХД ХРФК на Синус от Категестера и почти ФК с хитном на Гингауза Фун. При всем этом он и не забыл о фарме. ФКшнул Ангайфер, ставший его первым 600 ПП скором, и в общей сложности нафармил почти 1000 ПП за год. Из турнирной жизни Адена в этом году стоит отметить его дебют на Конях Cup 2, где он получил свой первый бейдж победой в высоком тире и стал первым из СНГ игроков, имеющих бейдж с международного турнира. В следующем году Адену хотелось бы пожелать большей активности, еще большего развития и много новых достижений, которые он сможет всем продемонстрировать. В 2019 году Теллаб был куда более активен, чем в 2018, и успел много где выделиться, как в синглплеере, так и на турнирах. За год он успел поставить немало крутых скоров не только на ранкед картах, но и на многих анранкедах, особенно на картах Маппер и Юсоми. Также апнул 12 КПП, поучаствовал во многих различных турнирах, главный из которых Russian Osu Cup, где он уже 3-й год подряд занимает первое место. Но в этот раз он получил за него свой первый заслуженный бейдж и 7-й год подряд принимает участие в Osu World Cup. Посмотрим, чем же удивит нас Теллаб в 2020 году. Быть может, он будет еще более активным и выформит кучу ПП, чтобы вернуться в топ-50 мира. В этом году Аксюби можно назвать одним из немногих действительно активных игроков высокого уровня в своей стране. Он продолжает с высокой периодичностью играть то, что все привыкли от него видеть, а именно хайстар-джампы и стримы с хиденом. Среди таких скоров стоит выделить первого в мире ФК с хиденом на Pre-2 Diffy The God and the Illusory Garden, ФК с хиденом на Tommy LG и ФК с хиденом на Everlasting Message. Немногие знают, но также Аксеш очень хорошо импровнул свою скорость прожимания различных перстов. Это демонстрируется его ФК на старой ДТшке Think of You с АК лучше, чем Red Pixel, челком на Фариосе мелодии с хиденом и хорошей аккураси, и также S-ранком на Ангрейфе. Помимо всего этого, Аксеш также сам в конце года поставил свои первые 700 ПП, ФКшного в сайт-треке Day от Ченси с хиденом. Турнирную историю Аксеша в этом году не назвать очень большой, но тем не менее, он вновь прошел отборочные на ОС, и на своем турнире может и не был уходящим на все карты игроком, но показывал, что в своих аспектах он практически незаменим. Уверен, что в следующем году он не
остановится на достигнутом и продолжит делать уникальные скоры со своим любимым Хиденом. Ва! Каша показал всю свою силу в этом году. Он всегда был известен своим аимом, но он также развил свой скилл в других направлениях. Он взял второй ранг в России и показал свой скилл на атаке мапа как Road of Resistance, Inside the Winter Storm и абсолютно на все карты чики-чики. Вместе с этим, как хорошо он фармит, он также является самим быстрым синглтапером в игре. Если он продолжит импровизировать с такой же скоростью в этом году, он с легкостью возьмет топ-20 в мире. Каша Бог! Cheater, D-Ranker, you name it, Okinatori was called many different names over the last year. For Okinatori, 2019 was one of the most, if not the most, productive and successful years in his OSU career. He became even more all-rounded thanks to his new 240Hz monitor, which raised the bar of his overall skill. He showed his skills in various tournaments and was able to set many high PP scores in solo too. Some of his most interesting and noteworthy scores are his FC on Getsure Juichi Tensan no Kindle Magic with hidden double time, Frank's Romanticism with double time, and a Nomad FC on one of the most difficult Kuroneko dungeon maps, Ryu to Shoujo to Decoherence. As for his tournament history, his main debut was in the OSU Content 2019 tournament, where he ended up winning with his teammate Badu and receiving his first badge. He also participated in 3-digit World Cup, 4-digit World Cup, and for the third year in a row had a well-deserved spot on the OSU World Cup team, where he truly showed off his skills. Overall, we're excited to see Okinatori continue to develop his skill, getting even more unique scores and having more strong tournament showings.
Думаю, что все согласятся с тем, что Allumetri является главной гордостью СНГ на международной арене за 2019 год. Ведь он в течение всего этого времени продолжал не только играть, но и держать высокое место в рейтинге, и к концу года он поднялся до 3-й позиции 16,5 тысячами ПП. К тому же он ранкнул немало карт современными русскими сонгами. В данный момент он является одним из самых быстрых аймеров в ОСУ, уступая только Ваксею и Вайткету. Вам может показаться, что Allumetri, кроме игры ДТ и махания курсором по всему экрану, мало умеет, но в таком случае рекомендуем обратить внимание на его ХДХР ФК на Pierce the Whale Texas is Forever, уступающая лишь Кукизе, и третья в мире ХДХР ФК на Turn It Up от Акали, а также другие не ДТ скоры. Кроме того, Allumetri, как и в прошлом году, хорошо продемонстрировал себя на турнирах, включая свое активное участие в ОВЦ второй год подряд, где он выходил на различные моды и карты. Это показывает, что Allumetri не только разносторонний, но и стабильный турнирный игрок, и чем дальше, тем сильнее. Надеемся, что Allumetri не собирается останавливаться на достигнутом, и в новом 2020 году он будет продолжать фармить, а также ставить крутые и уникальные скоры. Быть может, он сможет стать топ-2 или даже топ-1 мира. Желаем ему с этим удачи. Итак, подводя итоги 2019 года, лучшим игроком в СНГ ОСУ комьюнити второй год кряду и третий раз за все время, как многие уже могли догадаться, становится Red Pixel. В 2019 году Red Pixel почти не нафармил ПП. Но кому нужны эти ПП, когда он смог отличиться чрезвычайно уникальными скорами на High BPM картах, которые на данный момент, между прочим, не смог побить никто во всем мире? Фингер-контроль Red Pixel заставит дрожать всех самых крутых жимеров в ОСУ комьюнити. Лично, по моему мнению, он лучший High BPM игрок во всей игре. Несмотря на то, что, конечно, уступает в стамине и чистой скорости некоторым игрокам, его accuracy и контроль в районе 300 BPM не выглядит как тупой спам и даст фору даже Гейзу, Зестони и другим жим-машинам мира ОСУ. Он уже успел доказать это, ворвавшись в 2020 год с сногсшибательным скором на 300 BPM карте Higan Retour на 99% accuracy. Карта, на которой, между прочим, никто даже не близко к ФК с даблтаймом. Помимо скорости, Pixel очень силен в техникал маппинге, что доказывает его ФК на картах КТ Гестера, Вингаозо, Minefield Surfing на 5 соток с хиденом, это лучшая аккурси на карте, и Happy Synthesizer, который он 2 раза сыграл на 1 сотку со скор V2 перед матчем ОВЦ. Единственная ФК с хиденом на 3 сотки. И еще есть ФК с хардроком на 98%. Стоит отметить, что вторая лучшая аккурси на карте это 98% ноумод, а остальные 96% и ниже. Может показаться забавным, но это еще не все его сильные стороны. Pixel, несомненно, один из лучших турнирных игроков в ОСУ, что значит его АИМ и стабильность также на очень высоком уровне. В турнире Game OSU с огромным по меркам игры призовым пулом, в котором участвовали абсолютно все, кому не лень, самые лучшие турнирные игроки, он занял 7-8 места,
что показывает, насколько Red Pixel разносторонний и недооцененный игрок относительно его ранга. Из других турниров за 2019 год он успел поучаствовать на Russian Osu Cup и занял второе место. Занял вторые места на Osu Content и Gatari капах и участвовал на OWC в составе сборной России. Обобщая, мы видим унижение по всем фронтам от монстра под ником Red Pixel. Необычайно уникальный игрок, которого можно заслуженно ставить на один пьедестал с гигантами Osu. Пожелаем ему в дальнейшем продолжать развиваться в игре и не только. Надеемся, что он покорит топы самых сложных карт предстоящего года и не останется в тени всяких танку Киези, а лучше даже наоборот. На этом все. Удачи!